Начнем приготовление с бриоши. В теплое молоко добавьте живые дрожжи, немного сахара и размешайте. Просейте муку в миску. Добавьте сахар и соль и перемешайте. Добавьте 2 яйца и молоко с растворенными дрожжами. Хорошо перемешайте и далее добавьте 1 столовую ложку флёр-д'оранж и замешайте тесто. Теперь понемногу вводите теплое масло и хорошенько замешивайте. На данном этапе нам нужно добиться эластичности и однородности теста, поэтому лучше всего замешивать тесто для бриоши как можно дольше, в течение 20-30 минут. Далее оставляем тесто на расстойку в теплом месте. Через 2 часа тесто увеличилось в объеме и запузырилось. Теперь нам нужно его хорошо обмять. Постарайтесь не использовать большое количество муки, нам не нужно уплотнять тесто. Оно должно оставаться эластичным и слегка липнущим к рукам. В последующем мы сформируем шар и отправим его в миску, присыпанную мукой. Поставим в холодильник на 15-20 часов. Подготовим сироп для пропитывания бриоши. Для этого растворите в воде сахар и доведите до кипения. Затем переливаем в емкость и полностью остужаем. В холодный сироп добавляем флёр-д'оранж. Теперь приготовим крем-дипломат. 2 листа желатина залейте холодной водой и оставьте на 15 минут. Желтки взбейте с сахаром до бела. Далее добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. В молоко добавьте натуральную ваниль или ванильный экстракт и доведите до кипения. Затем горячее молоко добавьте к яичной смеси и хорошо перемешайте, и затем вылейте обратно в кастрюлю. На среднем огне, постоянно помешивая, завариваем крем до густоты. После закипания крема прогреваем 1-2 минуты. В горячий крем добавляем масло и хорошо перемешиваем. Далее набухший желатин, хорошо отжатый, и тоже хорошо перемешиваем. Также добавляем цедру 1 апельсина. Затем перекладываем крем в миску, накрываем пищевой пленкой и охлаждаем. Прошло 20 часов, вынимаем тесто из холодильника и также обминаем его с небольшим количеством муки. Формируем шар, раскатываем немного, толщина должна быть около 2 см, и выкладываем в форму для выпечки. Оставляем на 2 часа в теплом месте. Размешайте желток с небольшим количеством воды. 2 часа прошло, тесто расстоялось, теперь смажьте поверхность смесью желтка с водой. Посыпаем кристаллическим сахаром и отправляем в духовку. Готовую бриошь остудить. За это время нам нужно закончить с нашим кремом дипломат. Для этого мы взбиваем сливки. Сливки должны быть холодные. Добавляем немного сахарной пудры и взбиваем их до пиков. Холодный крем взбиваем миксером. Далее порционно в него добавляем взбитые сливки. Нужно это делать очень аккуратно. Крем должен оставаться воздушным. Наполняем кондитерский мешок и отправляем в холодильник до полного охлаждения. Остывшую бриошь разрезаем посередине на 2 части. Пропитываем приготовленным сиропом нижнюю часть. Заполняем полностью всю поверхность бриоши холодным кремом. Далее аккуратно накрываем второй частью бриоши и посыпаем активно сахарной пудрой. Наш легендарный тарт трапезьен готов. Бон аппетит!